Всех приветствую, обзор-анализ прогноз криптовалют. Сегодня ночью биткоин показал значительное снижение, и давайте посмотрим, изменился ли из-за этого прогноз. В этом видео, как всегда, посмотрим интересную статистику, парочку значимых новостей, и в конце ролика, конечно же, рассмотрим графики. Сразу же посмотрим, как изменилось настроение трейдеров, появилось ли больше страха, и, как мы видим, особо-то и нет. Как болтались возле тридцатки, так и остались. По-прежнему находимся в зоне страха, сегодня цифра 31, вчера была цифра 33. Теперь посмотрим, сколько было ликвидировано позиций на снижении начнем. Вот этот график, вот эта метрика, лонги и их ликвидация. И мы видим, что, казалось бы, на большом снижении большого количества ликвидаций нет. Больше ликвидаций даже было 26 октября. Вот график, и 26 октября вот здесь на росте. С последующим небольшим снижением ликвидаций даже было больше. То есть сейчас вот такое снижение и ликвидации меньше. О чем это говорит? Лонговать особо-то и не торопится. Заодно посмотрим и шортовые позиции. Здесь, в принципе, логично. Никаких особых изменений по ликвидациям именно шортов нет. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами. Что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Вот еще интересная метрика. Здесь у нас показано, как закрываются трейдеры на том или ином движении. То есть вот оно, снижение наше последнее, и закрытие было вниз. То есть в минус закрывались трейдеры. И опять-таки мы видим, что особого страха это не вызвало, больших закрытий не последовало. В последний раз даже больше закрывались в минус у нас 21-22 октября. Опять-таки смотрим на графики. Это было вот здесь, когда мы прошивали канал. Здесь у нас было намного больше движения вниз, а закрытие в минус было даже меньше. Опять-таки это подтверждает предыдущий вывод. Если же смотреть на монеты, которые больше всего торгуются у нас, то мы видим, что в топе кроме биткоина, эфириума и стейблкоинов находится Solana, почти 4 миллиарда долларов, BNB, XRP, Dogecoin, Matic, Polygon, Chainlink, FTX, про который, я думаю, вы уже слышали, монета Chiliz и Litecoin. Это те монеты, которые торговались более миллиарда долларов за последние 24 часа. Наибольший рост у монеты Chainlink, а наибольшее падение все у того же FTX токена FTT. Давайте, кстати, сразу же, не затягивая, посмотрим на график и на новость, связанную с этим токеном. Токен FTX обвалился почти на 30%. Вот так сейчас выглядит это падение. Большими страшными свечками, с повышенным объемом. Падение цены произошло на фоне продолжения противостояния FTX и Binance, а также опасения касательно финансовой устойчивости биржи FTX. Что же произошло? 6 ноября SEO Binance Чанпэн Чжао заявил о стремлении компании избавиться от токена FTT более чем на 2 миллиарда долларов. Чанпэн Чжао подчеркнул, что решение не направлено против конкурента. Хотя об этом его никто не спрашивал, поэтому стоит задуматься, что скорее всего направлено было против конкурента. Также он заявил, что Binance важно поддерживать устойчивость развивающейся индустрии, а причиной стали недавние разоблачения. По всей видимости, он имел в виду расследование CoinDesk, в котором раскрывались подробности баланса компании Alameda Research, тесно связанной с FTX. Так вот, эта Alameda Research заявила, что готова выкупить у Binance токены FTT по цене в 22 бакса, чтобы он не обваливал их курс. Однако Чанпэн Чжао отверг предложение и предложил Alameda Research купить BNB, чтобы затем уже обменять их на FTT. Да и вообще Чанпэн Чжао заверил, что Binance проведет продажу токенов FTT в течение нескольких месяцев, чтобы минимизировать воздействие на рынок. И опять подчеркнул, что это не направлено против конкурента. И на этих словах
дал ссылку на тред аналитика Майлса Дойчера, в котором тот изложил тревожные сигналы относительно финансового положения Alameda и FTX. Ну, то есть намекнул, что не так все хорошо с этими компаниями. Ну а что касательно выводов и работы биржи, так вот в выходные пользователи сообщили о проблемах вывода средств с бирж. Сама же биржа FTX объяснила сложности с переводами биткоина низкой пропускной способностью блокчейна и предложила дождаться начала работы финансовых организаций. Выходные закончились, прошел понедельник, и уже во вторник биржа сообщила, что очередь заявок на вывод сокращается до разумного уровня. То есть после выходных проблемы также еще наблюдались. За неделю чистый отток средств с биржи FTX превысил 955 миллионов долларов, из которых 487 миллионов долларов было только за последние двое суток. То есть пошел массовый отток денег. Обсуждая продажу FTT в одном из твитов, Чанпин Джао дал намек на возможную судьбу токена, напомнив, что Binance и сейчас владеет Luna. То есть он сравнил FTT и Луну. А что стало с токеном Luna, я думаю, вы знаете. Там был просто грандиозный обвал, и многие потеряли на нем деньги. Так вот, такое сравнение не особо, видимо, понравилось не только бирже FTX, но и держателям токена FTT. Подобная перепалка вот к чему привела. Уже третья подряд свеча падения, красная свеча, идет у нас с субботы, с 5 ноября. Сегодня же у нас текущая дневная свеча составляет более 30% падения. Держать ли дальше этот токен или продавать его, каждый решает сам. Но давайте, кстати, глянем, что у нас касательно каких-то волн. Вот такое у нас было, когда в последний раз мы смотрели. Предположительно у нас завершенный был импульс, затем 3 волны вниз, и предполагалось, что коррекция здесь может завершиться. Да, отскок последовал, но лишь в волне связки. Судя по всему, мы продолжаем находиться в коррекции, и вот эти последние негативные новости могли быть финальной стадией этого падения. Вполне возможно, здесь у нас вот такая коррекция WXY и снижение ниже вот этого уровня, значение в 22 бакса, конечно же, многих удивило. Собрало кучу стопов, объемы у нас максимальные за всю историю, даже на пиках такого не было. В общем, такое еще называют кульминацией продаж. Зачастую после такого, если сейчас не будут подливать никакого негатива, то вполне можно дожидаться разворотного паттерна и заходить в лонги с целью дальнейшего роста. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Сейчас я, конечно же, не то чтобы не советовал, каждый сам принимает решение, но я бы не заходил здесь, а дожидался заходного импульса, подтверждения разворота на откате, стоп за основание и рост дальше. Пока этого импульса нет, здесь бы я падающий нож не ловил, потому что можем лететь все ниже и ниже. Не забываем сравнение с токеном Luna, который также сначала немного пролился, потом дальше и улетел просто, даже не знаю, как это назвать, ниже плинтуса, улетел в ад. Поэтому здесь пока я бы посмотрел на все это со стороны. Ну и давайте еще посмотрим вот такую новость. Американский суд признал токен LBRY ценной бумагой. Казалось бы, зачем? Я говорю про какой-то LBRY. Он мне вообще не интересен. Здесь интересен прецедент. Прецедент того, что SEC выиграла в суде дело, в котором признали токен ценной бумагой. Вам это ничего не напоминает? Конечно же, сразу же приходит на ум судебное разбирательство SEC и XRP, которое до сих пор не завершено. До этих пор, пока вот этого прецедента не было, чаша весов склонялась в сторону победы Ripple. Но сейчас, как минимум, чаша снова наравне. Смысла разбирать эту новость нет, потому что мне не интересен этот токен. Здесь важен прецедент того, что SEC выиграла это дело. И в последнем абзаце, кстати, описываются мои опасения. Учитывая, что в США действует прецедентное право, такое решение может привести к крайне негативным последствиям для всей криптовалютной отрасли. Ну и в частности, конечно же, это Ripple и XRP. Пока, конечно, на графике все здесь выглядит хорошо. Токен это топовый, не какой-то там LBRY, но уверенности в том, что XRP несомненно победит, стало, конечно же, меньше. Если же абстрагироваться от этой новости и посмотреть только на техническую картину, вот такую разволновку в последний раз я показывал, размечал зону, куда мы должны прийти, и в принципе как раз таки сюда и пришли. Здесь уже можно поискать входы на дальнейший рост, цена которого, точнее цель которого примерно на 0.53, если будет рост. Опять-таки здесь локально у нас нисходящий тренд, на отскоке можно будет поискать лонги со стопом за основание и рост до предыдущих пиков. Данная разволновка отменится, если мы пробьем вот этот пик, предположительно пик волны 1, и улетим ниже
тем самым нарушив правила разволновки. Да, будет еще вариант с треугольником в четвертой волне, но это уже оставим на потом, пока важно не зацепить пик волны 1, до которого еще есть расстояние. Ну и давайте в конце ролика еще посмотрим биткоин и эфириум. Сперва биткоин. Что у нас произошло здесь за сутки? Вот так выглядит график. Восходящий канал. Он зацепил нижнюю грань. Здесь по-прежнему локально восходящий тренд. Хаи повышаются, лои повышаются. Прогноз никаким образом не нарушен, точнее даже подтвердил тот факт, что мы находимся в канале, придя к нижней грани и не улетев еще ниже. Здесь прогноз без изменений. Как локально, так и глобально. Пока у нас тренд восходящий. И первая цель на уровне 24 500, где-то здесь. Предыдущий пик, в общем. Посмотрим эфириум. Только вчера нарисовал эту галочку и уже сходили в отмеченную зону. Перейдем на 4 часа. Галочку пока не удаляю. В общем, здесь, как говорил в предыдущем видео, оптимальная зона разворота, и можно будет рассмотреть лонги после остановки, подтверждения разворота на откате взять и стоп за основание. Именно это будет являться признаком того, что коррекция могла бы уже завершиться, и пойти дальше отрабатывать туда, куда и следует. Ну и давайте, кстати, можно еще поменьше взять масштаб на часовике примерно и посмотреть, закончилось ли здесь падение. Здесь больше вероятностью может быть еще один дамп, так как здесь у нас ни дивергенций, ни на объемах нет дивергенции, ни на индикаторе, да и движение импульсное. Скорее всего, еще раз мы откорректируемся и доберем тут стопы, которые уже вот здесь повыставляли люди, не дожидаясь нормальных откатов, и залетая уже сейчас. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли, счастливо!